Теслы классные машины, тем более сейчас проблема с бензином, поэтому очень удобный автомобиль в этом плане. И вот как раз скоро будем... Ты что делаешь? А что, не треба було? Ё-моё. Ти ж казав відкрити її. Вот так вот иногда на Теслах вскрываются стекла. Как вы уже догадались, сегодня будет видео с ремонтом Tesla. Правда, не этой, еще не восстановленной после ДТП, а с Model X. Кстати, ни одна целая деталь от нашего вскрытия автомобиля не пострадала. Приветствую вас на канале. Вот к нам приехал Tesla Model X с ошибкой по помпе. Все бы хорошо, только эта помпа находится в таком труднодоступном месте, что так просто подкинуть ее не получится. Для этого необходимо снимать батарею. И вот сейчас как раз буду снимать батарею для того, чтобы добраться до этой помпы. Сейчас покажу, где она находится, когда подниму автомобиль вверх. Так, вот одна помпа стоит, к ней хороший доступ. Вторая помпа находится, сейчас попробую туда камеру засунуть. И вон там находится вторая помпа. И это находится как раз над батареей. И чтобы добраться до нее, придется нам снимать батарейку. А вот к этой помпе и ничего не надо было бы снимать. Вот легкий доступ. Так, вон помпа находится у нас. При этом сама помпа, она работает, но очень сильно шумит. И, видимо, отслеживает, что нету производительности от нее эффекта и выдает такую ошибку. На всякий случай я попробовал снять патрубок, антифриз там в системе есть. Сдвинул его, то есть система у нас не завоздушена. Хотя вот здесь слышно, как пузырьки гоняет. Но антифриз у нас есть, но она очень шумно работает. В общем, буду снимать батарею и добраться до помпы. Так, а вот как шумит наша помпа. В общем, в любом случае нужно будет снимать и менять. Она шумит, но, скорее всего, она внутри повреждена. В общем, будем снимать эту помпу и менять ее. Так, снимаем батарейку. И вот уже наша помпа появилась. Спрятали ее, конечно, далеко. Батарея здесь еще, походу, не вскрывалась. Да, не похоже, чтобы она вскрывалась. Батарея не снималась. Вернее, может и снималась, но не вскрывалась. Так. Вот наша помпа. И сейчас буду ее снимать отсюда. И, возможно, перекину местами, поменяюсь с этой помпой, потому что эта помпа точно рабочая. И тогда уже будем подкидывать сюда наперед другую помпу, потому что маловероятно, что мы будем сюда ставить новую, бэушную, и чтобы не оказалось, что бэушная будет тоже неисправная. Поэтому, скорее всего, переставлю их местами. Отсоединил помпу, и вот что увидел. Какая-то деталюшка инородная. Шучу, конечно, что инородная. Это кусочек помпы, вал, который просто развалился. Я уже когда-то делал подобное видео с тоже вышедшей из строя помпой на Форде. Но там не жаловалась на то, что проблема с помпой, а здесь конкретно указывает на неисправность помпы. В общем, вот такая вот произошла неприятная ситуация. Кстати, гляну, сколько там пробег на автомобиле, и обязательно укажу это. Так, снял я помпу. Вот лежит у нас вал поломанный. Но проблема в том, что в этой помпе есть другой вал. Музыка была в тему. В общем, вот такая ситуация, что в самой помпе остался родной вал. То есть это вал попал сюда не родной. И все-таки, видимо, эту помпу уже меняли. И в трубке остался этот вал. Он в этой трубке. С другой стороны, он ниоткуда попасть не мог, потому что здесь стоит чиллер. И, ну, грубо говоря, теплообменник, который обменивается теплом с системы кондиционирования. Так вот, оттуда он никак вылезти не мог. То есть, по ходу дела, этот вал уже здесь лежал, когда-то помпа развалилась. И установили сюда другую помпу, не вытащив этот вал.
И вот к таким последствиям она привела. А из-за этого автомобиль не заряжался на быстрой зарядке, потому что эта помпа отвечает за охлаждение батареи. И в случае перегрева батареи могло быть неприятные последствия. Поэтому она ограничивала ток, ограничивала максимальную скорость. Короче, машина была в полном ограничении. Вот такая вот неприятная ситуация произошла. Так, поменял помпу местами, на всякий случай, что если вдруг попавший вал туда что-то сделал с балансировкой, то чтобы вибрация была на этом. Этот потом проще будет заменить. Эту помпу проще будет заменить, чем опять снимать батарею. Поэтому сейчас пока так, и будем смотреть. Включим удаление воздуха и посмотрим, как себя будет вести помпа. Так, сейчас попробуем удалить все ошибки, потому что эти ошибки машина отслеживает, и в случае неисправности помп, даже временной, она может выдать эту ошибку, и она будет сохраняться здесь. В общем, сейчас поудаляем ошибки и будем надеяться, что автомобиль будет ездить без проблем. Все, ошибки у нас те пропали, поэтому сейчас еще раз запустил развоздушение системы охлаждения, и можно будет автомобиль собирать. По помпам ошибок нету. У нас циркулирует жидкость в бачке. И помпа работает, открыты все клапана, помпа работает, и это будет длиться в течение 15 минут. В общем, развоздушим все, дольем до уровня и соберем автомобиль. Ошибок уже нету, в принципе все готово, автомобиль можно вводить из сервисного режима и можно будет выпускать, отдавать ее владельцу. В общем, вот такой вот был интересный ремонт, вернее непонятно ремонт или не ремонт, но тем не менее работа была сделана. Если вам нравится такая тематика, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорой встречи, всем пока! А вот можно послушать. Вот так вот можно игнорировать состояние машины, кататься. Это ж не за один день все происходит. И игнорирование всех этих шумов и приводит к тому, что начинается эта проблема. А здесь ротор просто болтался внутри статора и в крышке. Вот такой вот люфт подшипника. Вскрыл редуктор, конечно, вонь здесь ужасная, масло сильно перегрелось, стружка. Но по шестеренкам не видно, чтобы они были перегреты, чтобы что-то с ними произошло. Слышно, что подшипники накрылись, люфт подшипника.